Друзья, всем привет! Прошло 2 недели, и мы вновь встретились на заседании нашего светского клуба. На повестке уже традиционно вышивка. Я поделюсь с вами своими успехами в работе над большой картиной «Базарный день» и рубрика «История под вышивку». Мы совершим очередное путешествие к тайнам и загадкам древнего мира. Сегодня речь пойдет о римском императоре Тиберии. О его пороках и оргиях нам расскажут римские историки, благородный Тацит и Гай Светоний Транквил, любитель анекдотов и пикантных историй. Порой наветы живут веками. Прошло почти 2000 лет, прежде чем он был оправдан историками. Кропотливая работа исследователей позволила понять, что император был оклеветан, и его жизнь предстала трагедией одинокого и несчастного человека. Старик, властитель, уставший править неблагодарными подданными, надломленный человек, сердцем преисполненным горечи, жил в полном уединении, поселившись на острове. За что его недолюбливал приемный отец Август? Почему он заставил 30-летнего Тиберию развестись с любимой женой? Как этот поступок Августа повлиял на личность Тиберия? Что побудило его оставить Рим? Коварные планы лучшего друга и многое другое касаемо этого грустнейшего человека ждет нас во второй части видео. А сейчас вышивка. 10 мая, и взял свое начало новый вышивальный двухнедельный период. Надеюсь, в течение этого периода наконец-то закончить этот край и тадам, второй угол картины начать вышивать. Очень на это надеюсь. Ну, посмотрим, что мне удастся в итоге. Итог за сегодня. 1230 крестиков я вышила. Вот такая красота получилась. Корзина в корзине. Вот мне кажется, что это не корзина, а как плетеная клетка. Мне кажется, Пегати продавала здесь курочек своих. Да, вот такая она прозрачная. Это пушистый овощ зеленый. Да, я не сразу сняла, что я по окончанию этого участка выделила, как обычно, следующий. И около 500 крестиков мне удалось вышить еще и на нем. В общей сложности 1230 крестиков. Вот этот участок, я думала, будет сложно, оказалось, нет. Вот эта часть. Быстро, легко вышивался. Замечательно. Здесь тоже, здесь у нас появятся ножки Пегати. Здесь собачку, лапку немножко захватила. Загадочный овощ. И сейчас я это все покажу вам, как это должно будет выглядеть. Вот участок, который у меня в работе. Вот ножка Пегати в чулочке, лапка собачки, пушистый овощ. И все, как я и говорила, корзины. Это покрытие площади. Тень от Пегати падает. Вот так. Начало неплохое, несложное. Да, были единички несколько. Двушек, трешек, четырешек. Дальше я уже 5-10, не считаю, вышивались быстро, причем слаженными группками. Особого разброса не было ни на этом участке, ни на новом. Ну, новый пока только взят в работу. Далее посмотрим. Ну, вот мне кажется, что дело пойдет. Посмотрим. 11 мая, воскресенье, принесло нам 720 крестиков. 12 мая, понедельник. Все, закончила я и этот участок. Вот она, ножка Пегати, туфелек, чулочек и подол юбочки.
А заодно и лохматый овощ зеленый. Частично его верхушка вышита. Вот такая красота. Участок вышивался легко абсолютно. Ни единой россыпи, ничего. Да, единички были, но в целом быстро и легко вышился этот участок. Все, такая красота. Эта полоса завершена. Наконец-то, друзья. Та-дам! Ура! Второй угол картины буду вышивать. Ну что, друзья, здесь, конечно, теперь какой участок не возьми, вышиваться будет брусчатка, нижнее покрытие площади, усеянная соломкой. Вот так, деревяшка какая-то лежит. Вот так. Это, конечно, сплошные россыпи единички. Ну, начнем, пора. Самая массовая группировка стежков будет состоять из 119 крестиков. Вот обратите внимание на количество цветов. Напомню, вышивать я буду брусчатку и солому разбросанную. Вот какие и сколько цветов. Масса. Вот такой масштаб, и все это брусчатка и соломка. 14 мая, 760 крестиков вышито. 15 мая. И мне удалось вышить 1200 крестиков. Вот так, друзья. Что порадовало на этом участке, это какие-то остатки тары. То ли ящиков, то ли крышка от бочки. Ну вот что-то такое разбавило брусчатку и солому. Пока все на этом. 16 мая. Готов участок. А с ним и второй угол картины, друзья. Да, вот меня радует сей факт. Ну, время еще есть, поэтому я продолжу вышивать. Разлинею сейчас справа соседний участок, тоже на 3000 крестиков. Там порадует нас башмачок Н. Вот так вот должен будет выглядеть этот участок в готовом виде на канве. И окончательным аккордом выступят 430 крестиков одного символа. Друзья, замечательный участок. А сейчас мы посмотрим, как они будут располагаться. Значит, это последний, предпоследний. Ну и идем, смотрим на уменьшение. О, тут пошла сыпь. Так, по-разному будут располагаться. Так, башмачок из 53 крестиков. А так все золото. Светло-темно-золотистого цвета. Участок несложный. И насчет количества цветов умеренный. Так, друзья. Итого за сегодня 810 крестиков. Да, это с учетом окончания этого участка второго угла. А сейчас, друзья, хочу продемонстрировать, какие группы крестиков мне осталось вышить на данном участке. Так, это одна будет вот так располагаться, вторая группа крестиков
не менее прекрасна своим составом. И заключительная. Просто прелесть. А теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть на канве. Все, готово. Часть нижнего покрытия площади, брусчатки, соломы и, как я думаю, остатки от деревянной бочки, от крышки. Все, Н полностью готова, ножка вышита, вот такая красавица, девочка. Все, передвигаемся снова вправо, размечаем участок на 3000 крестиков, заканчивать будем кувшин, бочку. Я не знаю, возможно, частично бочка войдет. Не вижу. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, кувшин точно. Тоже неплохой участочек предстоит вышивать. В смысле, несложный. 312 крестиков будет содержать заключительный символ. Вот так они располагаться будут на вышивке. Предыдущий еще. Так, это кувшин пойдет. Далее низ площади. Так, снова кувшин, ну и так далее. Неплохо, нормально. Справимся. Да, вот так. Не будем терять время. «21 мая». Все. 21 мая. Все. Участок закончен. 1112 крестиков вышито. И, друзья, 50% картины готово. Радости нет предела. Вот такая статистика. Замечательная. Все, друзья, раньше оставалось сколько вышиваешь, а все в остатке больше и больше. А теперь остаток пойдет на убыль. Все. Вышито 173 538 крестиков, а осталось уже меньше. 172 912 крестиков. Вот так. На этом участке я буду вышивать мерный сосуд с носиком, корзину доплетем, бочку, набросаем соломы и, понятное дело, брусчатка. Нижнее покрытие площади. Сама что ни на есть, как говорится. Все, приступим. Четверг, 22 мая, плюс еще 400 крестиков мне удалось изобразить иголочкой. Все никак не сниму, друзья, по вашей просьбе, крепление стежков. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. Ну как, никак не сниму качественно. То все дрожит, то руками все закрыло. А вот, начинается. В общем, надо еще порепетировать. Одно скажу, что использую в вышивке такие известные методы, как микрозакрепка, микроузелок и самозакрепляющийся крестик. И на момент съемок вышивка выглядит вот так. За 2 недели
Мне удалось закончить этот участок с загадочным пушистым овощем. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И насколько бы не углубился рыхлый неплотный качан в тонкие гофрированные листья, Татьяна, минутка по Румынии, с легкостью опознала в нем совойскую капусту. И значительно, друзья, продвинулся заключительный нижний участок левой части картины. Итак, вышито уже 50,2% картины. В крестиках это составляет 173 950. За прошедший период мне удалось вышить 11 780 крестиков. И впереди еще нас ждут 172 500 крестиков. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. А сейчас настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Одиночество на троне. Порой наветы живут веками. Пример тому – легенды о Тиберии, пасынки и преемники Августа. Каждый год тысячи туристов приезжают на Капри, остров ухода в Неаполитанский залив, посмотреть на остатки дворца императора Тиберия и послушать экскурсоводов. И что же они слышат? Что он сбрасывал со скал состарившихся рабов, что развлекался с мальчиками и девочками, которых потом душил, что нередко бродил с каким-нибудь ученым мужем, и если ему не нравились слова собеседника, по приказу императора беднягу сталкивали в море. Рассказы о пороках Тиберия восходят к римским историкам Светонию и Тациту, писавшим спустя несколько десятилетий после смерти императора. Вот что сообщал, например, Гай Светоний Транквил, любитель анекдотов и пикантных историй, автор «Жизни 12 Цезарей». Дня не проходило без казни, будь то праздник или заповедный день. Даже в Новый год был казнен человек. Со многими вместе обвинялись и осуждались их дети и дети их детей. Родственникам казненных запрещено было их оплакивать. Обвинителям, а часто и свидетелям, назначались любые награды. Никакому доносу не отказывали в доверии. А Тацит, благороднейший Тацит, известный своими трезвыми критичными оценками, лаконично говорит о Тиберии. Но что? Он был отвратителен своей жестокостью, и под конец он с одинаковой безудержностью предался преступлениям и гнусным порокам, забыв о стыде и страхе и повинуясь только своим влечениям. Однако эти обличительные тирады вызывают большие сомнения, и вот почему. Тщательные разыскания показали, что в эпоху Тиберия, а правил он 23 года, Римский сенат выносил в среднем по 2 смертных приговора в год. Так ли уж это много? Полвека назад шведский писатель Аксель Мунте вступился за оклеветного императора, напоминая, что никто из современников Тиберия, даже его враги, не сообщал ничего об оргиях и его пороках. Даже падки на сплетни Ювенал говорит о спокойной старости императора, проведенной на острове в окружении друзей и звездочетов. Он удалился на Капри, когда ему было 68 лет. Поселившись на острове, император жил в полном уединении. Старик, властитель, уставший править неблагодарными подданными, разочарованный идеалист, надломленный человек с сердцем, преисполненным горечи. У оклеветанного императора нашлись и другие адвокаты. Действительно, реальный Тиберий, 42 год до нашей эры, 37 год нашей эры, был совсем не похож на персонажа Светония и Тацита. Строго говоря, его нельзя было назвать императором, писал немецкий историк Эрнст Корнеман. Согласно закону, дарованному римскому государству Августом, его преемник Тиберий был лишь принцепсом, первым среди равных.
Сенат не раз предлагал Тиберию именоваться Августом, но тот неизменно отказывался. В отличие от Цезаря и Августа, Тиберий испытывал отвращение к неумеренным похвалам и почестям, особенно когда речь заходила о нем самом. Он был слишком умен и образован, чтобы дать ослепить себя лести. Тиберий – человек трезвый, рассудительный, справедливый и замкнутый. Его нелюдимость часто принимали за надменность. Он был робок и мечтателен, скептичен и желчен. Он не спешил отвечать на нападки противников. Те же считали его коварным интриганом, затаившимся злодеем. Любой его поступок, каждое слово и жест толковали превратно. Даже его приемный отец Август недолюбливал юношу, принимая его рассудительность за строптивость, возможно, потому что чувствовал себя порой выскочкой рядом с пасынком, отпрыском древнего патрицианского рода Клавдиев. Всю жизнь Августа заботило, кого назвать своим наследником. Он примерял, по силам ли тяжкое бремя власти то одному, то другому из родичей. И только Тиберия долго не принимал в расчет. Единственным ребенком Августа была дочь Юлия, поэтому он попытался устроить ее брак, решив, что наследником станет зять. Лишь когда один за другим умерли два зятя, Август вспомнил о Тиберии. К тому времени тот был женат, и его супруга ждала второго ребенка. Нисколько не колеблясь, император велел им развестись, а Тиберию жениться на овдовевшей Юлии. Так 30-летнему Тиберию пришлось расстаться с женой, с которой он был счастлив. Этот поступок Августа роковым образом повлиял на личность Тиберия, его характер и поведение. На дом Тиберия словно спустилась тьма. Отныне ничего не радовало его здесь, ничто не согревало. Всеми силами он стремился покинуть дом и вскоре отправился покорять Германию. В стране варвара он добился заметных успехов, все больше уважал его и Август. В 6 году до нашей эры император возвысил его, назначив своим соправителем. Тиберий стал вторым лицом в государстве, хотя и не был пока наследником. Тем неожиданнее был его поступок. Он решил сложить в себя полномочия, удалиться из Рима, уехать на остров Родос. Август не сразу ответил согласием, и тогда Тиберий отказался от пищи. Он добился своего, но его отъезд был равносилен изгнанию. Что побудило его оставить Рим? На его плечи легли все тяготы, а внимание и любовь окружающих доставались внукам императора, считавшимся законными наследниками. Сенаторы раболепствовали перед ними. И все-таки причина, очевидно, была не только в этом. Не мог смириться он и с поведением своей новой жены. По словам Сенеки и Плиния, она вела себя как уличная девка. Ни ее отец, ни мать не догадывались об этом. Никто не отваживался сказать им правду. Молчал и Тиберий. Он отбыл в добровольную ссылку. Этот благородный, глубоко чувствующий человек, стоило ему в чем-то разочароваться, стремился к уединению. Вот и на Родосе он вел частную жизнь, занимался историей, астрономией, астрологией. Когда через пару лет Август узнал о поведении Юлии, его возмущение было так велико, что он велел судить свою дочь и ее молодых друзей и почти всех отправил в изгнание. Во 2 году до нашей эры Юлия была выслана на остров. В Рим она больше не вернулась. Ее брак с Тиберием Август расторг. Впрочем, бывший муж в письмах, отправленных императору, просил его обойтись с ней милостиво. Лишь после 7 лет пребывания на Родосе Тиберий вернулся в Рим. Но государственных дел он чурался, как и прежде. Оба наследника Гай и Луций выросли, им и следовало править страной. Однако в судьбу Тиберия снова вмешался странный рок. Внуки императора скончались. Теперь поневоле вспомнили о Тиберии, которому было уже под 50. Император усыновил его и вновь сделал своим соправителем.
Все ожидали, что Август назначит его наследником, однако и теперь император не скрывал, что Тиберий ему лишь временный помощник, лишь пешка в той политической партии, что он разыгрывал. В последующие годы Тиберий, вечный пожар на империи, искусный дипломат, непрерывно сражался то в Германии, то в Иллирии, подавляя восстания и отбивая вылазки варваров. Ему удалось отстоять границу, пролегавшую по Рейну и Дунаю, и укрепить ее. Постепенно он отвоевывал земли на другом берегу Рейна. Рядом с ним набирался опыта юный германик, его племянник, усыновленный Тиберием по приказу Августа. Благодарный Август писал своему верному помощнику: «Я могу только похвалить твои действия в летнем походе, милый Тиберий. Я отлично понимаю, что среди стольких трудностей и при такой беспечности солдат невозможно действовать разумнее, чем ты действовал. Все, кто был с тобой, подтверждают, что о тебе можно сказать словами стиха: тот, кто нам один неусыпностью выправил дело». В конце 12-го года Тиберий отпраздновал в Риме свой триумф и с этого времени стал фактически управлять страной. Август был болен, перестал появляться в Сенате, а 19 августа 14 года умер на 77-м году жизни. Казалось, власть, наконец пришедшая к Тиберию, должна была обрадовать его. Но нет, ничего подобного. Он медлил принять ее. Говорил, что слишком стар и ему не по силам править. И потом, куда ему до Августа? Тот был прирожденным правителем. Искренне сознавая свое несовершенство, Тиберий все больше мрачнел и замыкался. 4 недели длилось междуцарствие. По преданию, он принял верховную власть лишь когда сенаторы опустились перед ним на колени и обещали, что когда-нибудь позволят ему сложить власть и дать отдых его старости. Тяжкое наследство принял Тиберий. После полувекового правления Августа в стране нарастало недовольство. Особенно возмущались войска, расквартированные на границе. Уже много лет им не повышали жалования, а обещанную землю не давали. Легионы, находившиеся на Рейне и Дунае, подняли мятеж, провозгласив Германика принцепсом. Но он успокоил солдат, и они подчинились Тиберию. Принцепс тепло относился к племяннику, правившему с 14 года всей Германии. В конце концов, он отозвал его и назначил правителем всех заморских провинций, располагавшим, по словам Тацита, большей властью, нежели та, какой обычно наделяясь избранные по жребию или назначенные по повелению принцепса. Это была важная и почетная обязанность, но недоверчивый Тиберий помнил о мятеже, омрачившем начало его правления, и 8 легионов под командованием Германика, огромная армия, размещенная невдалеке от Италии, страшили его. Когда Германику исполнилось 34 года, он отбыл на восток, где скоропостижно умер в Антиохии. В его смерти молва тут же обвинила Тиберия. Вдова покойного Агриппина открыто говорила, что именно по приказу императора ее мужа отравил наместник Сирии Гай Кальпурний Пизон. Ее наветы легли несмываемым пятном на репутацию императора. В Риме начался судебный процесс. Пизон уверял судей в своей невиновности, но, не дождавшись приговора, покончил с собой. Речи вдовы Германика становились все оскорбительнее. Эта честолюбивая женщина давно вызывала неприязнь у Тиберия. Сколько лет он подозревал, что злая строптивица уговорит Германика захватить власть в стране. Но сам он ничего не предпринял против Агриппины. Судебное преследование возбудил Сиян, командир императорской гвардии, очень могущественный в то время человек. Тиберий же окончательно замкнулся в себе. Усталый и оскорбленный, он, похоже, совсем разочаровался в людях и вел себя все неестественнее и становился все непопулярнее. Любые разумные меры, принимаемые им, лишь наживали ему врагу. Так законы против распущенности и роскоши были встречены ропотом среди знатных римлян, а его нелюбовь к цирковым скачкам и представлениям возмущала чернь. В конце концов,
Жизнь в столице стала для Тиберия невыносимой. И в 26 году он совсем покидает Рим, переселившись сперва в Кампанию, а потом на Капри. Впоследствии историки докажут, что он не был виновен в смерти Германика, но злая молва навредила ему. Бежав из столицы, он словно косвенно подтвердил обвинение. Покоя принципсу не было и на Капри. При этом все труднее было следить за происходящим в столице, и потому все большими полномочиями он наделял префекта Притония Сияна. Этому честолюбцу он доверял как брату, и это стало его роковой ошибкой. С самого начала Сиян планомерно расширял свою власть, даже когда Тиберий еще находился в Риме. Все когорты гвардии он перевел в столицу, готовясь совершить переворот. Город оказался в его руках. Тиберий не сознавал опасности, грозившей ему. Зато его сын Рус-младший разгадал замысел Сияна. Однажды, не в силах больше сдерживаться, он ударил Сияна. Тот жестоко отомстил. Сперва он обольстил жену Друза Ливилу, а потом уговорил ее отравить мужа. Случилось это в 23-м году. Долгое время убийство Друза оставалось нераскрытым. Тиберий по-прежнему доверял Сияну и, покидая Рим, оставлял его управлять империей. Сиян же становился все нетерпеливее. Он давно мечтал занять место принципса. Оставалось лишь расправиться со стариком, зажившимся вдали от Рима. Видимо, Сиян выдал себя каким-то поступком. Давняя недоверчивость пробудилась в Тиберии. В октябре 31 года он распорядился схватить Сияна прямо на заседании Сената, а затем судить. Сенат приговорил несостоявшегося диктатора к смерти. Казненная вместе с ним Ливилла призналась перед кончиной, что Сиян намеревался погубить всех родственников Тиберия. Ответ принципса был соразмерен преступным планом. Жена и дети Сияна были задушены. Со смертью единственного человека, которому он доверял, своего, как ему казалось, единственного друга, что-то умерло и в самом Тиберии. Его силы таяли на глазах. По 9 месяцев в году он не покидал свои виллы на Капри. Почти никого из гостей не принимал. Он словно стремился стать призраком во плоти. Не человеком, а тенью закона, нависшего над Римом. Безликий принцип, избравший недеяние делом всей своей жизни, царил над многоликим миром и Римом. Он и вовсе утратил власть, подобающую принципсу. В Риме открыто правили сенаторы. Стараясь угодить старику-островитянину, они преследовали приверженцев Сияна. Одним из ставленников Сияна был Понтий Пилат, римский прокуратор Иудеи, спешивший умыть свои руки. Из-за него события, происходившие в Риме, возможно, тесно переплелись с величайшим событием в истории христианского мира, с распятием Иисуса Христа. Когда Сиян пал и обстановка в империи изменилась, Понтий Пилат почувствовал тревогу за свое будущее и потому уступил нажиму противников Христа, требовавших осудить его на смерть. Уступил, заслышав упреки: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Шантаж подействовал. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. Впрочем, эта гипотеза верна лишь при условии, что Иисус был распят в 33-м году новой эры, а не в 31-м или даже 30-м году, как полагает большинство исследователей. Тиберий мог бы пресечь политику террора. После смерти Сияна он и впрямь хотел вернуться в столицу, но, так и не доехав, внезапно велел повернуть назад и поспешил на любимый скалистый остров, на италийский Родос. Наконец он все же решил прибыть в Рим. Во время этой поездки его и настигла смерть. 16 марта 1937 года в возрасте 78 лет Тиберий умер в одном из поместий на берегу Неаполитанского залива.
Светоний, Сенека и другие историографы полагали, что Тиберий умер естественной смертью в одиночестве, хотя существовали и существуют гипотезы о смерти насильственной. Когда его тело доставили в Рим и выставили для торжественного прощания, толпа закричала «Тиберия в Тибр!». В последние годы народ и впрямь возненавидел Тиберия. Бесчетные доносы, преследования, процессы об оскорблении величия, проводимые сенатом и новым префектом притория после падения Сияна, все это творилось именем Тиберия. В те страшные дни каждый мог считать себя следующей жертвой. Но Тиберий вошел в историю как тиран и развратник не только по этой причине. Нельзя объяснить неприязнь к нему и злобными воспоминаниями, оставленными Юлией Агриппиной, дочерью Германика. Вряд ли эти записки заставили историка очернить Тиберия. Не они повлияли на Тацита, они просто пришлись весьма кстати. Корнелий Тацит родился около 55 года нашей эры. Когда он начал писать свои анналы с династией Юлиев-Клавдиев, было покончено. Калигула, наследник Тиберия, чувствовавший себя новым Цезарем, Александром и Богом одновременно, был убит преторианцами. Его преемники Клавдий и Нерон также погибли. Мрачные времена описывал Тацит. Предваряя анналы, он обещал рассказать о них без гнева и пристрастия. На самом деле он писал и с гневом, и с пристрастием. Будучи моралистом, он начертал летопись века, страшную летопись. Мрачная фигура открывала ее. Тиберий, превращенный историком в лицемера, тирана и распутника. Все изложенное Тацитом – это не история, а скорее памфлет, призванный насторожить людей, встряхнуть их. Его рассказ убеждал, что под властью принципса их отцы потеряли свободу. Такой подход имеет мало общего с объективной исторической наукой. Лишь кропотливая работа исследователей позволила понять, насколько тенденциозен был Тацит. Эрнст Корнеман даже полемически заявил, что среди напраслины, возведенной Тацитом, промелькнуло лишь одно точное суждение. Тиберий был назван им грустнейшим человеком. Впрочем, в клевете на Тиберия виноват был не один лишь Тацит. Сказалось веяние времени. Всю культуру той эпохи пронизывал пессимизм. В поэзию подобные настроения начали проникать за столетия до этого. Поэты, жившие век Августа, в эпоху мира, спокойствия и благополучия, не обольщались. Одно лишь безвременье видели они. Эпоху, утратившую идеалы, лишенную свободы. Поэтому они не спешили прославлять миротворца Августа. Когда Тацит писал свои труды, подобная философия еще сильнее укоренилась в умах людей. Они верили, что живут в худшие времена. С неукротимой страстью он бичевал упадок римских нравов. Упадок, зримым символом которого и был, по его мнению, Тиберий. Прошло почти 2000 лет, прежде чем он был оправдан историками, и его жизнь предстала трагедией одинокого и несчастного человека. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.